Greetings, students of the 10th form. This time we are going to look through chapter 6C Grammar and Use of our wonderful Spotlight 10 study book. Здравствуйте, уважаемые десятиклассники. Сегодня мы посмотрим главу 6C грамматика в применении нашего замечательного учебника Spotlight 10. And we will speak about conditionals mostly. Поговорим мы с вами о придаточных условиях, которые, как вы знаете, бывают типов 0, 1, 2 и 3. Информация о них подробная есть в грамматическом справочнике. И прежде чем приступать к упражнениям, давайте быстренько ее посмотрим. Итак, придаточные условия типа 0 мы используем для того, чтобы говорить о каких-то общеизвестных истинах или научных фактах. В этом виде придаточных условий мы можем использовать как if, так и when. If when polluted water is not filtered, it can be dangerous for our health. Всем хорошо известно, что если грязную воду не отфильтровать, она может быть опасной для нашего здоровья. Следующий тип – это тип первый. Он используется для того, чтобы говорить о реальных или очень возможных ситуациях в настоящем или будущем. If she does well at her interview, she will get the job. Если она хорошо пройдет собеседование, она получит работу. Существует высокая вероятность этого. Второй тип придаточных условий также называется нереальное настоящее. Их используют для того, чтобы говорить о воображаемых ситуациях, которые противоречат фактам в настоящем. И таким образом вряд ли произойдут в настоящем или будущем. При работе с придаточными условиями этого типа мы используем were либо was для первого и третьего лица единственного числа в самих придаточных, так называемых if clause. Также мы можем использовать структуру if I were you, если бы я был на твоем месте. Но это только в случае, если мы даем совет. If I had a good voice, I would become a singer. Если бы у меня был хороший голос, я бы стал певцом. Голоса нет, ситуация нереальная, противоречит фактам, соответственно, тип второй. Третий тип придаточных условий также называют нереальное прошлое. Их используют для того, чтобы говорить о воображаемых ситуациях, которые противоположны фактам в прошлом. Также их используют для того, чтобы выражать сожаление, либо критиковать кого-то или что-то. If I had studied harder, I would have passed the exams. Ситуация такая, вы встретились с другом после экзамена, который не сдали. Он вас спрашивает, ну как, а вы ему отвечаете, если бы я учился лучше, то экзамен я бы сдал. Сдача экзамена была в прошлом, учиться надо было еще до сдачи экзамена. Соответственно, обосновано употребление past perfect в придаточном и present perfect в главном. Как они формируются, вы можете видеть из примера. Также о формировании мы поговорим в упражнении 1. Давайте к нему и перейдем. Exercise 1. Match the sentences from 1 to 4 to their purposes from A to D. How is each type of conditional formed? Check in the grammar reference section. Какую-то часть этого задания мы уже выполнили, заглянув в грамматический справочник, но это никогда не бывает лишним. Нам нужно соединить предложения с 1 по 4 с их целями и, конечно же, сказать, как они образуются, каждый тип. Давайте сначала посмотрим цели, да. To show an unreal situation in the past, для того, чтобы показать нереальную ситуацию в прошлом. To give advice, для того, чтобы дать совет. To show a probable situation in the future, для того, чтобы показать возможную ситуацию в будущем. To show an unreal situation in the present future, для того, чтобы показать нереальную ситуацию в настоящем или будущем. And the sentences. If you get enough vitamins, you will stay healthy. Возможно, что если вы будете употреблять достаточно витаминов, вы будете оставаться здоровым. And its purpose is to show a probable situation in the future. C. If I were underweight, I would eat more carbohydrates. Если бы мне не хватало веса, я бы кушал больше углеводов. Вот этот if говорит нам о том, что у человека с весом на самом деле все в порядке. Поэтому весь этот случай у нас показывает нереальную ситуацию в настоящем и будущем. Нет проблемы с весом, нет необходимости есть углеводы. If I were you, I would see a dietitian. Мы помним вот эту конструкцию if I were you. Она у нас используется для того, чтобы дать совет. Какой? Если бы я был на твоем месте, я бы сходил к диетологу. И остается у нас if she hadn't had to work late, she would have cooked dinner. Мы видим здесь past perfect, здесь present perfect, понимаем, что это нереальная ситуация в прошлом. Обед не приготовлен, потому что ей пришлось работать допоздна. Обеда в итоге нет. Теперь как они у нас формируются, эти придаточные условия.
Zero conditional. If plus present simple plus present simple. То есть и в главном и придаточном предложении у нас present simple. First conditional. If plus present simple plus will plus bare infinitive. В первом типе придаточных у нас в придаточном предложении present simple, в главном will и чистый infinitive. Second conditional. If plus past simple plus would, could, might plus bare infinitive. Второй тип придаточного это у нас в придаточном предложении if и past simple, а в главном would, could, might и чистый infinitive. И третий тип if plus past perfect plus would, could, might have plus past participle. В третьем типе придаточных у нас if и past perfect в придаточном предложении, а в главном would, could, might have и причастие второе или же третья форма глагола, кому как больше нравится. Если мы помним об этих правилах и об этих случаях употребления, придаточные условия не такие уж и страшные, не так ли? И давайте подтвердим это на практике. Упражнение 2. Exercise 2. Compare the sentences. Нам нужно сравнить эти предложения. Мы видим, что у нас разные совершенно слова вводят придаточное, да, if, unless, when. Нам нужно понять, в чем между ними разница. Давайте посмотрим на предложение. If you aren't on time, I'll go without you. Если ты опоздаешь, я уйду без тебя. Unless you are on time, I'll go without you. В случае, если ты опоздаешь, я уйду без тебя. На мой взгляд, они очень похожи. The next case. When John comes, we'll have dinner together. John will definitely come. If John comes, we'll have dinner together. John may come. Or may come not. То есть, смотрите, здесь уже есть разница. Мы используем when, когда мы уверены, что Джон точно придет, да? Мы так и переводим. Когда придет Джон, мы пообедаем вместе. Здесь же у нас существует условие, да? Если Джон придет, только тогда мы сможем пообедать вместе. Возможно, он придет, возможно, не придет, мы не знаем. То есть тут они отличаются. Write sentences in the first conditional, use the words in brackets. Нас просят, используя слова в скобках, переписать предложение по типу первого придаточного условия. As in the example. You eat all that chocolate, feel sick. If you eat all that chocolate, you will feel sick. Если ты скушаешь весь этот шоколад, тебе будет плохо, да, ты плохо себя будешь чувствовать. If you don't have breakfast, you won't be able to concentrate. Если ты не позавтракаешь, тебе будет сложно сосредоточиться. Unless she sees a doctor, she won't get better. Пока она не сходит к врачу, лучше себя не почувствует. Unless I finish my homework, I won't go to the party. Если я не закончу свое домашнее задание, я не пойду на вечеринку. You will feel cold if you don't put on a jumper. Ты замерзнешь, если не наденешь свитер. Обратите внимание на случай с запятыми. Если у нас придаточное впереди, мы ставим запятую. Если придаточное у нас следует за главным, запятой нет. Перед и в запятой я имею в виду. When you get off the bus, you will see a large white building. When you get off the bus, you will see a large white building. Когда ты выйдешь из автобуса, и мы понимаем, что обязательно ты, когда ты из него выйдешь, ты увидишь белое большое здание. То есть, пользуясь формулой образования, мы легко выполняем это упражнение. Exercise 3. What would you do if you 1. Got lost in the jungle. 2. Saw your favorite actor in the street. 3. Lost your purse or wallet. 4. Had a lot of money. 5. Had a headache. 6. Were tired. Что вы будете делать, если вы потерялись в джунглях, увидели вашего любимого актера на улице, потеряли ваш кошелек или бумажник, кошелек для девушек, бумажник для молодых людей? Если бы у вас было много денег, если бы у вас болела голова, если бы вы были очень уставшими. Понятно, что, скорее всего, нас попросят сформировать Conditionals тип 2. And there is an example. If I got lost in the jungle, I would scream for help. Если бы я потерялся в джунглях, я бы кричал о помощи. Обратите внимание, все у нас как будто в прошлом. And the other sentences should be like. If I saw my favorite actor in the street, I would ask him for his autograph. Конечно, нужно взять автограф у него, у нашего любимого актера. If I lost my wallet, I would go to the police station.
Представим, что у нас еще и права в бумажнике или кошельке, да, и другие документы, поэтому, конечно, лучше всего обратиться в полицию. If I had a lot of money, I would buy a beautiful cottage in the country. Хорошая мысль — купить домик в сельской местности, если у вас много денег. If I had a headache, I would take an aspirin. Самое действенное решение — выпить таблетку, в данном случае предлагается аспирин. If I were tired, I would have a quick nap. Отличное решение — немного вздремнуть, если вы устали. Очень рекомендую. Now we are asked to give advice using if I were you. Теперь нас просят дать совет, используя конструкцию «если бы я был на твоем месте». I'm feeling really tired. If I were you, I would take a nap. И опять замечательный пример того, как нужно избавляться от усталости. Если бы я был на твоем месте, я бы вздремнул. Мы говорим «на твоем месте я бы вздремнул». I've got terribly itchy skin. Ужасно чешется кожа, она сухая. Вспоминаем предыдущий обзор с проблемами. И даем совет из таблички. If I were you, I would eat more oily fish and drink more water. Больше жирной рыбы и пить больше воды. I drink a lot of coffee. If I were you, I would cut down. Too much coffee is not good for you. И это правда, слишком много кофе не стоит пить. Это может привести к неприятностям. I've put on a lot of weight recently. И вновь нам помогает табличка. If I were you, I would eat less and exercise more regularly. Да, действительно, если начинает мучить вес, попробуйте немножко меньше есть и заниматься физическими упражнениями. Хотя бы просто гуляйте. Exercise 4. Put the verbs in brackets into the correct tense. Поставьте глаголы в скобках в правильное время. Это задание на отработку придаточных тип 3. He wouldn't have a headache if he had gone to bed earlier. Если бы он вчера, отправился в постель раньше, то есть в прошлом, сейчас бы у него не болела голова. Но ничего уже не изменишь. If they had set out earlier, they wouldn't have missed the train. Вышли бы они раньше, они бы не пропустили поезд. И поезд упущен, и вышли они позже. I wouldn't have found the injection painful if the nurse had been gentle. Если бы медсестра была помягче, со мной, то я бы не почувствовал, насколько больной укол. Так бывает. If he hadn't eaten the prawns, he wouldn't have had an allergic reaction. Если бы он не поел креветок, не было бы и аллергии. Но все возможности не есть креветок уже упущены, как мы понимаем. Реакция наступила. Again. In teams continue the sentences. В командах нам спросят продолжить предложение. If you eat more, if John had enough money, if I hadn't gone to bed so late last night. Достаточно бытовые распространенные ситуации, Если бы ты лучше кушал, если бы у Джона было достаточно денег, и если бы я вчера не лег так поздно. Это, наверное, самая милая нашему сердцу ситуация. Нужно разделиться на две команды, и здесь у нас пример. If you eat more, you'll feel sick. Если ты съешь больше, тебе поплохеет. If you feel sick, you won't be able to go to football practice. То есть смысл в том, чтобы брать последнее предложение и от него формировать уже следующий случай. Давайте посмотрим по Джону. If he had enough money, he would buy a car. If he bought a car, he could drive to work. If he drove to work, he wouldn't have to take the bus. And so on. И наша любимая ситуация. If I hadn't gone to bed so late last night, I wouldn't be so tired now. If I wasn't so tired now, I would be able to concentrate. And you may go on as you like. Можете продолжать, как вам заблагорассудится. Wishes – то, как мы выражаем желание. Исчерпывающая информация есть в грамматическом справочнике. Я полагаю, что вы сами туда заглянете в этот раз. А мы продолжим с упражнениями. Match the sentences from 1 to 4 to their purposes from A to D. И у нас 4 предложения, 4 случая, для которых они используются. Let us start with the purposes. Wish regret in the present, expressing lack of ability. Желание или сожаление в настоящем, выражающее отсутствие возможности. Wish for a future change unlikely to happen. Желать каких-то изменений в будущем, которые вряд ли произойдут. Regret that something didn't happen in the past. Жалеть о том, что что-то не произошло в прошлом. Wish regret about a present situation we want to be different. Желать или сожалеть
о текущей ситуации, которую мы хотели бы видеть другой. Как вы обратили внимание, не только желания, но и сожаления у нас работают с теми конструкциями, которые используются для их выражения. And the sentences. I wish I were on holiday, but I am not. Хотел бы я быть в отпуске, но я сейчас не в нем. И, соответственно, это D. Желание или сожаление о текущей ситуации. Мы бы хотели, чтобы она была другой. Например, быть в отпуске. I wish I could speak Spanish, but I can't. Хотел бы я говорить по-испански, но я не могу. Это у нас случай желания или сожаления на настоящем, который выражает отсутствие возможности. Нет возможности, не умею, не знаю как. If only you had been more careful, but you weren't. Понятно, что речь идет о прошлом. Если бы ты только был более осторожен. И это у нас случай C. Жалеть о чем-то, что не произошло в прошлом. Не произошло то, что человек был осторожен. То есть он был неосторожен. Теперь приходится об этом жалеть. I wish he would stop lying, but I don't think he will. Хотелось бы, чтобы он перестал врать, но мы все понимаем, что этого не произойдет. И это случай B. Желание изменений в будущем, которые вряд ли произойдут. К сожалению, врать плохо. Еще раз напомню, что все подробности можно найти в грамматическом справочнике. Это ваш лучший друг при изучении грамматики. Exercise 6. Write sentences using I wish, if only. Нужно написать предложение, используя конструкцию I wish, if only. And we have an example. You want to buy a t-shirt, but you haven't got enough money. Хотите купить футболку, но денег у вас не хватает. I wish I had enough money. Жаль, что у меня нет достаточно денег. You wanted to travel abroad, but you forgot to renew your passport. Хотели вы отправиться за рубеж, но забыли обновить паспорт? If only I hadn't forgotten to renew my passport. Ах, если бы я только не забыл обновить свой паспорт, я бы отправился за рубеж. You want to go to the park, but it is raining. Хотите пойти в парк, но идет дождь. If only it wasn't raining. Если бы только не шел дождь. Я бы, конечно, отправился в парк. It's been snowing for days and hasn't stopped. Уже много дней идет снег, и все никак не может остановиться. I wish it would stop snowing. Хотел бы я, чтобы перестал идти снег, но, видимо, внутри я понимаю, что это вряд ли возможно. Тот самый случай. You want to go to China, but you don't speak Chinese. I wish I could speak Chinese. Здесь у нас отсутствие возможности говорить на китайском. Вполне возможно, что предотвращает наш визит в Китай. Хотя, кого это когда останавливало. Exercise 7. Make sentences as in the example. Составьте предложение, как в примере. I'm overweight. I wish I went overweight. If I went overweight, I could run fast. То есть у нас есть какая-то ситуация, и нам нужно составить по ней предложение с использованием Conditionals. I am tired. I wish I weren't tired. If I weren't tired, I could concentrate better. I missed the bus. Автобус мой уехал. I wish I hadn't missed the bus. If I hadn't missed the bus, I wouldn't have been late for work. Действительно, если бы вы не опоздали на автобус, то и на работу бы не опоздали тоже. I lost my wallet. I wish I hadn't lost my wallet. If I hadn't lost my wallet, I could go shopping. Да, действительно, без бумажника, точнее денег в нем, отправиться на шопинг сложновато. Word formation and exercise 8. With the theory box, use appropriate prefixes to complete gaps from 1 to 5. Что же приготовила нам в этот раз наша любимая секция словообразования? Forming words using prefixes. Мы формируем различные слова, составляем их при помощи приставок. Давайте посмотрим как. A prefix is added at the beginning of a word in order to form a new word. Some of them are re, again, write, rewrite, super, big, more, hero, superhero, multi, many, national, multinational, over, too much, react, overreact, under, too little, estimate, underestimate, semi, half, detached, semi-detached, pre, before, hit, preheat, co, together, operate, cooperate. Так замечательная вещь приставки, которые помогают нам образовывать новые слова с соответствующими новыми значениями.
Приставки, как вы знаете, добавляются в начале слова, и некоторые из них таковы. Re обозначает снова, например, писать, переписать, то есть написать снова. Сьюпа – больше, ну или большой. Герой – супергерой. Малти – это много, национальный. Мультинациональный уже есть в нашем языке, но можно сказать и многонациональный. Ова – слишком много. Реагировать сверх меры, overreact, то есть реагировать слишком сильно. Under, наоборот, слишком мало. Оценивать, недооценивать. Semi – это половина. То есть отдельно стоящий, semi-detached – это дом на два хозяина, например. Pre – это до, heat – preheat. Прогреть, наверное, да, заранее что-то. Co – это совместно, вместе. Действовать. Взаимодействовать, также сотрудничать. And the gaps. If you are overweight, don't overdo it when you are eating. Buy fresh fruit and vegetables. Buy multigrain bread, not white. And semi-skimmed milk, not full cream. And don't overcook vegetables. Если у вас проблемы с лишним весом, не переусердствуйте во время еды. Покупайте свежие фрукты и овощи. Хлеб, состоящий из муки разных зерновых культур, да, то есть не белый. Желательно, чтобы это была смесь. Полуобезжиренное молоко. И не переготавливайте овощи, да, то есть полусырыми их, можно сказать, употребляйте. Примерно так. Words often confused, наше любимое опять же задание. Слова, чьи значения часто путают ввиду их родственности и близости. Exercise 9. Circle the correct word. Check in your dictionary, then write a sentence with the other word. Итак, нас просят обвести правильное слово, свериться со словарем, а затем написать предложение с тем словом, что нам не понадобилось. Когда речь идет о частях тела, мы говорим в основном ache. He had terrible stomach ache after eating a kilo of blackberries. Ну еще бы. Если съесть килограмм ежевики, да, вполне возможно, живот у вас будет болеть, причем ужасно. The doctor gave him a prescription for some indigestion tablets. Доктора у нас дают prescription, да, мы называем это рецепт. У них это как бы, предписание, что ли, да, на получение, в данном случае, таблеток от проблем с пищеварением. There is a terrible smell of rotten eggs. Ну да, действительно, запах тухлых яиц – это ужасно. Кислых яиц, не знаю, я лично не встречал. Я думаю, англичане тоже. He was treated for minor injuries. Дословно мы можем перевести, как его подлатали, потому что его ранения были незначительными. Q – это больше, знаете, к различным болезням относится. Having a milky drink before bedtime can help cure insomnia. Бессонница как болезнь вполне себе, да, можно попробовать, по крайней мере, победить стаканом молочного напитка, ну или теплого молока до того, как вы отправитесь спать. Теперь предложение с теми словами, что нам не понадобились. Кстати, у нас почему-то все первые в этот раз. I've got a pain in my neck. Can I borrow your recipe for apple pie? Видите, здесь recipe – это рецепт кулинарный. This milk has gone sour. Молоко киснет, это правда. He went to a herbalist and was cured of his headaches. Headache как болезнь, да, головная боль. Cured здесь, наверное, все-таки, да, исцелить тоже имеет значение. Вот его травник исцелил от его головных болей. The wound took 2 weeks to heal. 2 недели ушло на то, чтобы залечить рану. В общем, словарь, как вы знаете, ваш лучший помощник. Exercise 10. Dependent prepositions. Зависимые предлоги. Fill in, from, in, with, against. Make sentences using the phrases. Нас просят вставить в пропуски соответствующие предлоги и составить предложения с фразами. Фразы — это, я так понимаю, выделенные жирным шрифтом слова плюс предлог. Eating too much junk food can result in health problems later in life. Употребление большого количества вредной пищи может вылиться, да, в проблемы со здоровьем в дальнейшем. Ну или проблемы со здоровьем в дальнейшем могут стать результатом того, что вы едите очень много неполезной еды. She often suffers from bad headaches.
Она часто страдает от ужасных головных болей. He is in hospital recovering from his operation. Восстанавливаться от операции, да, лучше всего в больнице. Mike finds it hard to cope with pressure. To cope with – справляться, да, Майку сложно справляться с каким-то внешним давлением. Возможно, ему некомфортно, учиться или работать, да, то есть он не может нормально действовать. He advised me against eating too much sugar. Если мы хотим кого-то от чего-то отговорить, дав совет, да, мы можем advise against. Он отсоветовал мне кушать слишком много сахара. Даже в нашем языке такое, как вы видите, есть. And the sentences. The heavy rain resulted in floods. My father sometimes suffers from a bad back. It takes a long time to recover from the flu. It must be difficult to cope with 2 small children and a job. My friend advises me against taking up smoking. Хороший друг правильно советует, нечего курить. Это очень и очень вредно. Phrasal verbs. Как всегда в этой главе фразовый глагол. В этот раз это give. Study the phrasal verbs in the diagram, then complete the sentences. Give back, return, example, something you borrowed. То есть give back – это что-то вернуть, что мы одолжили, да? Give away, give without wanting anything in return. То есть отдать безвозмездно, да, что-то, ничего не ожидая взамен. Give off, release, example, a smell, light. В данном случае это издавать, да, быть источником чего-то, ну, например, запаха, света и так далее. Очень это все интригует. Give up, stop doing something, то есть что-то бросить. And the sentences. He gave away all his books when he moved house. Конечно, когда вы переезжаете, книги лучше раздать, потому что вести их может быть даже дороже, чем купить новые на месте. The eggs are giving off a terrible smell. Яйца, видимо, испортились, да, протухли и издают ужасающий запах. She has decided to give up smoking. Она молодец, она решила бросить курить. Did you give back that book to Diana? Ты вернул ту книгу Диане? Keyword transformations and exercise 12. Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use 2 to 5 words, including the word in bold. Нас просят дополнить второе предложение, чтобы оно означало то же, что и первое. Использовать можно от 2 до 5 слов, включая слово, выделенное жирным шрифтом. And the sentences. We won't get a table unless we book early. То есть то же самое. Стол мы не получим до тех пор, пока его не закажем. I think you should order the lamb. Думаю, тебе следует заказать барашка. Ну и работает, да, наша конструкция, если бы я был на твоем месте. If I were you, I would order the lamb. The meat was overcooked, so it didn't taste very nice. Мясо было пережарено, да, поэтому не очень было на вкус. Мы видим better. И, видимо, речь о том, что мясо было бы лучше на вкус, если бы не было пережарено. The meat would have tasted better if it hadn't been overcooked. We didn't enjoy our dinner because the restaurant was very busy. Не удалось нам насладиться нашим обедом, да, ужином, потому что в ресторане все было занято. Мы видим crowded, да, то есть очень людно. If the restaurant hadn't been so crowded, мы видим тут didn't, да, значит уводим в past perfect, на шаг назад. We would have enjoyed our dinner. Если бы в ресторане не было так людно в тот момент, когда мы к нему, видимо, пришли, мы бы, конечно же, насладились ужином, но ничего у нас не вышло. Все уже в прошлом. And that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.